Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали. Так, у нас есть узорчики на канале с такими ниточками и, естественно, с новым узорчиком. Сразу вам напоминаю, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Не только такую, которую показываю я. Все узорчики универсальны, поэтому пробуйте из любой пряжи. Из летней, из демисезонной, из зимней. Самое главное правильно подобрать крючок. Ну, а я расскажу о ниточках, с которыми сегодня работаю. Называются они Визель, Rainbow, Ангора. Это такое интересное секционное окрашивание. Сразу же как бы скажу, что у них такой длинные переходы. Очень красивые, то есть не быстрые, не резкие. Итак, цвет пока не забыла, сразу же скажу 0,4. В 100 граммах здесь находится 550 метров. Но это моточек уже, конечно, меньше. Идем дальше. По составу. Что это за ниточки такие интересные? Итак, 15% мохер, 10% альпака, 15% мериносовая шерсть и 60% акрил. Вот такие вот зимние демисезонные ниточки. Идем дальше. Нам здесь советуют производители. Да, любая секционная пряжа, она очень хороша именно в вязании спицами. То есть вы вяжете простую обычную лицевую гладь, и уже в зависимости от того, как ложится цвет, у вас появляется узорчик и красота. Но нам крючковязом тоже хочется попробовать, да? Итак, смотрите, здесь рекомендуют брать крючок спицы 5-6 миллиметров. Но я уже вязала данную пряжу, и у меня как бы сложилось впечатление, что троечка, в принципе, тоже неплохо вязать. Ну, под мою плотность вязания. Поэтому вот такую рабочую лошадку беру для контраста, чтобы вам было видно и ниточки, и крючок. Номер 3. Вы точно так же берете свою пряжу, изучайте аннотацию, рекомендации производителя по поводу крючка, подбирайте под свою плотность, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 10 петелек. Давайте я наберу 3 раппорта, это получается у нас 30 воздушных петелек и дополнительно 3 петельки, чтобы красиво ровненько узорчик закончился. Ну, а вы в свою очередь набираете столько, сколько вам необходимо. Итак, все как всегда. Вначале мы делаем петельку фиксации, и при наборе петелек мы эту петельку не считаем. Так, теперь я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот мой будущий образец. Далее смотрите, как у многих узорчиках делаем вспомогательный ряд. Для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В пятую петельку мы нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Накид. В следующую петельку цепочки аккуратненько точно так же ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. И вот так вот мы шагаем по всем петелькам нашей цепочки, аккуратненько со своей скоростью, не торопитесь. Первый ряд набирается все время чуть дольше, чем все остальные ряды провязываются. Сами себя контролируйте. Количество столбиков по итогу у вас получается ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочке. То есть в моем случае, да, я набрала 33 воздушные петельки, значит, у меня получится 33 столбика. Ничего сложного. Смотрите, первые 3 петельки подъема, которые мы набрали, это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 уже столбиков с накидом я провязала. Давайте до конца ряда самостоятельно. Угу. И в конце ряда встретимся. Договорились? Давайте, несложно у вас получится. Так, наши столбики готовы. Все ровненько, аккуратненько. Дальше что мы делаем? 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот, накид. В следующий столбик верхушку нырнули, провязали столбик с накидом. И в следующий столбик нырнули, провязали столбик с накидом. Мы будем начинать, получается, каждый наш ряд 3 столбиками с накидом и заканчивать 3 столбиками с накидом. Далее 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Пропускаем в столбиках ниже стоящего ряда 3 столбика. Раз, два, три.
А в четвертый нырнули и провязали столбик без накида. Угу. Опять 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. В столбиках предыдущего ряда пропустили 3 столбика. Раз, два, три. А в четвертый провязываем столбик с накидом. Раз. Далее столбик с накидом. Следующий столбик. 2. И столбик с накидом 3. Вот такая вот картина получается. То есть далее идет только повторение. Вот наши 3 столбика. Вот они 3 столбика. Арочка. Столбик без накида. Арочка. То есть делаем 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И в четвертый провязываем столбик без накида. 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И опять провязываем 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. Дальше опять идут арочки. Поняли, да? Все. И вот так вот вы провязываете до конца ряда. Столбики, арочки, арочки. Угу. Несложно? Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите. Вот мы провязали наши арочки, столбики. И как я говорила, мы начинаем 3 столбика с накида, да? Ряд провязываем. И заканчиваем точно так же 3 столбика с накидом. Несложно, да? Третий столбик мы провязали в третью петельку подъема предыдущего ряда. Идем дальше. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И вот эти вот 2 столбика с накидом провязываем точно так же, как 2 столбика с накидом. Раз столбик с накидом. И в следующий второй столбик с накидом. Все. Тут несложно. Дальше будьте внимательны. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Теперь смотрите, делаем накид. Вот в эту арочку нырнули. Вытянули ниточку. Смотрите, теперь провязываем только вот эту вот петельку одну. Поняли? Без накида. У нас вот такая картина получается на крючке. Петелька, накид и вытянутая вот такая петелька. Раз. Опять ныряем в арочку, вытягиваем ниточку и эту петельку одну провязываем. Вот так вот. 2. И опять подтягиваем вот так высоко петельку. Точно так же нырнули, вытянули и эту петельку провязали 3. Точно так же 4. Точно так же 5. 6. 7. Видите? 7 получается петелек таких сделали. Теперь все вместе провязываем за один раз. Оп, до 2 петелек на крючке. И потом 2 петельки провязываем вместе. Оп. У нас вот такая картина получилась. Видите? Такой вот интересный треугольничек. Дальше. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Переключаемся вот в следующую арочку и провязываем столбик без накида. Угу. Далее, после 3 воздушных петелек 4 воздушные петельки. Раз, два, 3, 4. И переключаемся вот на наши 3 столбика с накидом. И провязываем 3 столбика с накидом. Раз, столбик с накидом. Следующий столбик 2, столбик с накидом. И следующий столбик 3, столбик с накидом. Вот, у вас должна получиться вот такая вот первоначальная, ну, красота, назовем ее, да? Давайте еще раз повторим. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Накид. Вот арочка наша первая. В эту арочку нырнули. Вытянули ниточку, да, сформировалась петелька. И одну только эту петельку провязываем. И вот так вот высоко подтягиваем. Раз. Дальше. Точно так же ныряем. Вытягиваем ниточку. 2. Нырнули, вытянули. 3. Нырнули, вытянули, провязали 4, нырнули, вытянули, провязали 5, нырнули, вытянули, провязали 6 и точно так же 7. Ну, если захотите, можете сделать больше, и 8, и 9, и 10, да? Итак, провязываем все вместе до 2 петелек на крючке и затем 2 петельки вместе. Вот такой опять треугольничек. 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Переключаемся на следующую арочку, столбик без накида.
4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И переключаемся опять на наши столбики. Столбик с накидом. Угу. Все, и вот так вот шагаете, провязываете арочки вот таким вот образом. Понятно? В двух арочках у нас получается в одной арочке треугольничек, да, 3 воздушные петельки, треугольничек, 3 воздушные петельки. А во второй арочке провязываем столбик без накида. Как вам? Не сложно? Я думаю, что не сложно. Давайте самостоятельно до конца ряда и в конце ряда встретимся. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали до конца ряда. Заканчиваем ряд точно так же. 3 столбика с накидом. Ничего сложного. Идем дальше. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот, накид. Вот эти наши 2 столбика. Опять провязываем столбиками с накидом. Здесь вообще ничего сложного. Раз. И столбик с накидом 2. Дальше, смотрите, мы практически будем повторять предыдущий ряд с небольшим изменением. Сейчас покажу, где какие изменения. Итак, точно так же 3 петельки воздушные. Раз, два, три. Накид, ныряем в арочку. Вытягиваем петельку, ниточку и провязываем эту петельку. Раз. Сюда же 2. Сюда же 3. 4. 5. 6, 7. Повторюсь, вы можете делать и 8, и 9, и 10, сколько захотите, да? Провязываем практически все, да, то есть оставляем на крючке только 2 петельки и 2 петельки вместе. Далее опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И вот здесь вот будьте внимательны. В начале, смотрите, мы ныряем вот перед нашим треугольничком в арочку и провязываем столбик без накида. А далее мы ныряем прямо в верхушку вот нашего треугольничка и провязываем столбик без накида. Поняли? Вот это единственная особенность, какая будет у вас здесь. Дальше опять делаем, получается с вами 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И переключаемся на наши 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Угу. Вот такая картина. 3 воздушные петельки, 3 воздушные. Тут, получается, у нас будет 2 столбика без накида. Вначале в арочку, а потом в верхушку треугольничка. Все. И дальше просто повторение. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Накид. Ныряем в арочку, вытягиваем петельку. Раз. Петельку 2. Петельку 3. 4. 5. 6, 7. Все провязали до 2 петелек, 2 петельки вместе, 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Переключились вот в арочку перед треугольничком, столбик без накида. А потом непосредственно верхушку треугольничка ныряем и провязываем еще один столбик без накида. То есть у нас здесь 2 столбика без накида. 4 воздушные петельки. И точно так же провязываем опять 3 столбика с накидом. Поняли, да? Вот какая особенность. Вот что по итогу получается. Вот такие вот интересные колокольчики. Все, давайте самостоятельно до конца ряда, я вас еще раз встречу. Так, смотрите, вот такие у нас уже колокольчики формируются. Уже четко видно, все понятно. И я закончила ряд 3 столбиками с накидом и уже сделала 3 столбика на следующий ряд. И вот смотрите, мы с вами, получается, провязали вспомогательный. Так, вспомогательный. Далее у нас шли одни вот такие вот арочки, да, со столбиками. Потом у нас начинается первый колокольчик. Это, получается, второй ряд. И третий ряд начинается следующий колокольчик. Так вот, с третьего ряда вы дальше продолжаете вязать все точь-в-точь то же самое. То есть в первую арочку вы провяжете колокольчик, так, 3 воздушные петельки, колокольчик. 3 воздушные петельки в арочку вы присоединяетесь столбиком без накида и непосредственно вот в колокольчик, в треугольничек, столбик без накида. 4 воздушные петельки и опять 3 столбика с накидом. Поняли, да? То есть с третьего ряда идет полностью прям идентичное повторение до нужного вам размера образца, либо уже изделия. Давайте увеличим, да, получается, наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Я думаю, что получится очень шикарно. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так. Смотрите, вот я провязала несколько рядочков. У меня даже попался небольшой кусочек смены ниточки. Видите, он был розовый, темно-розовый. Потом опять переходит на
ну, на, как скажем, на обычный розовый, а потом будет светлеть, светлеть, светлеть и переходить в белый. Ну, а потом обратно. Темнеть, темнеть и в темно-розовый. Смотрите, если это будет, например, палантинчик, да, то есть большой, широкий, конечно, это будет красота. Будет переход цвета, он происходит медленный в этих ниточках, очень плавный. Но не забывайте, что вы можете вязать и из обычных ниточек, да. Так вот в моем случае тянется. Вот так вот тянется. Узорчик двусторонний, поэтому сразу я и сказала, да, что палантинчик. Но опять же, это может быть из летних ниточек топик, маечка, да. Не забывайте, что вы можете поворачивать. Узорчик это у вас может быть и шарфик, и снудик. Почему бы и нет, да, в зависимости от ниточек. Переворачивайте наоборот. У вас будут колокольчики, так скажем, наверх смотреть, да. Веерочки, колокольчики, треугольнички. И смотрите, еще какой момент хотела вам уточнить. Вы вот эти вот столбики, которые я сделала по 3 столбика, вы же можете делать их и больше, и 4, и 5, и 6, и 10, и так далее. То есть у вас будут такие вот полосочка широких столбиков, а потом колокольчики. Полосочка широких столбиков, да, и колокольчики. То есть, пожалуйста. И у вас будет он как бы менее ажурный, и будет видно вот такие вот как бы дорожечки. То есть, опять же, это может быть кофточки, кардиганчики, в зависимости от пряжи. Летние, зимние, демисезонные, жилеточки. Такие вот будут удлиненные, да, и они как бы, получается, будут вытягивать силуэт. В общем, идей море, да. Кто вязал данным узорчиком, рассказывайте, что вязали. А если не вязали, естественно, пишите в комментариях, что бы вы связали, какими ниточками. Давайте замерим мою красоту. Так, получается 33 воздушные петельки, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания. Это у меня аж 19 сантиметров. Смотрите, как здорово, да? Так, выпрямлю немножко, вот, 19. Ну и тут получается очень легко посчитать по нашим столбикам, да? Раз, ну первый наборный ряд. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Правильно? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Вот, 13 рядочков. Давайте померим, ну, вот по нашим столбикам. Смотрите, тоже практически 13 сантиметров, да? Если влажно-тепловую обработку проведете, вот так вот оно как бы, точно так же будет 13, там даже может быть 14 сантиметров. Вот, влажно-тепловая обработка, то есть паром обдайте. Не нужно гладить данную, получается, пряжу. Угу, просто паром обдайте, уже будет шикарно. Вот такая красота. Как вам? Я надеюсь, сегодняшнее видео понравилось. Несложное, интересное, оригинальное. В копилочку ваших узорчиков. Ставьте лайки, не забывайте, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди очень-очень много новинок. Ну что ж, всем ровных петелек. Вяжите с удовольствием. Пока-пока.